Мы снова приветствуем вас на лучшем вайшнавском кулинарном канале Шри Дхамма и Пури. Мы на кухне Матаджи Ананда Гопити. Харе Кришна, Матаджи. Харе Кришна. Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы на один день окунемся в такое направление индийской кулинарии, как street food. Это уличная кухня, которая то, что готовится на улице и таких вот на лотках, на разных небольших лавочках. И очень такая это яркая, очень пряная и интересная пища. Но это целое направление. И сегодня конкретно мы будем готовить пав-баджи. Это мумбайское, то есть бомбейское блюдо, очень-очень известное. Я про него еще расскажу, про его историю попозже. Это не очень такое древнее традиционное блюдо, но настолько оно уже за последние, наверное, 2 века уже настолько оно прижилось и стало достаточно традиционным, что если кто-то вспоминает про Бомбей, то, конечно же, первое бомбейское блюдо, которое всплывает в сознании, это, конечно же, пав-баджи. Что же такое пав-баджи? Пав-баджи – это смесь разных овощей в такой достаточно пюреобразной форме, достаточно пряные тоже, эта масса получается. И так как она вот такая вот интересная, не очень сухая получается, ее нужно есть с хлебом, или раньше ели с чапати, с роти, а сейчас уже давно едят с традиционными такими индийскими булками, очень пушистыми такими, и покажу, как их специально приготовить нужно будет к подаче. То есть можете и так попробовать. И сегодня мы покажем, как это примерно делается. Для пав-баджи важно очень иметь разные овощи. И основной набор идет это картошка. Я ее отварила в мундире. И после этого размяла прямо так руками, ну, то есть такое пюре не очень однородное, такие вот небольшие комочки, значит, в таком вот виде, лучше прям вот. А сколько картофеля? Теплый. Картофель у нас получилось около полукилограмма, то есть полкилограмма со шкуркой, там чуть меньше потом. И столько же должно быть у нас по объему помидоров. Или здесь можно пополам заменить томатной пастой. Это даже будет неплохо, потому что она даст более красный насыщенный цвет. Потому что в пав-баджи на улице добавляется всегда краситель. Он такой красноватый. Мы не будем добавлять краситель, у нас будет немного такое оранжеватое, наверное, больше. И помидоры я сбланшировала, мы их потом переработаем в пюре. Можете дать сразу пюре, соответственно, томатное. Вот. И какие еще идут сюда овощи? Здесь идут, можно взять морковку. У нас единственное, что нет морковки, потому что мы не очень любим. А так она тоже идет сюда неплохо. Мы мелкими кубиками нужно будет ее обжарить перед капустой и перцем. Мы сразу начнем с перца и капусты. То есть мы когда бросим специи, и следующий пойдет у нас перец и капуста, а вы бросьте сначала морковку тогда. Капуста где-то 150 грамм, и перца, такого большого перца я отрезала половину. Вот. И горошка здесь идет, ну, я не знаю, где-то пригоршня. Можно взять, если хотите, мороженый. Если без горошка, тоже не проблема. Здесь самое главное, первое овощ – это картошка и помидоры. То есть это идет основа. Остальные мы чуть-чуть добавляем немножко других овощей. Я даже видела добавлять свеклу именно для цвета, потому что нам нужен такой красноватый цвет. И здесь будут у нас специи, значит, масала будет добавляться сухая. Ну, иногда можно видеть рецепты, их большинство, когда с готовой пав-баджи масала, то есть какой-то уже заводского такое производства, пав-баджи масала и добавляют, тогда вы заменяете все порошки, которые мы добавим, просто на пав-баджи масалу. И мы решили сделать более понятный рецепт из специй, да, чтобы можно было сделать без пав-баджи масала. И мы сейчас должны специи на сухой обжарить и смолоть. Это у нас будет кумин. Здесь я не весь высыплю, здесь я отсыплю. Нам нужно будет еще цельный кумин. Чайную ложку с горкой кумин. Именно свежемолотые специи, да? Лучше это сейчас да, мы будем делать. Мы их нагреем, и потом мы их разотрем в порошок. Это будет кумин, кориандра где-то около чайной ложки. И фенхеля чуть пол чайной ложки. Вот эти все 3 специи мы обжариваем на сухую.
до какой степени? До той, когда они чуть-чуть аромат не начнут такой вот издавать очень, очень хороший появится аромат сильной специи. Не ждите, пока они покоричнеют, это нам не нужно. Нам нужно их буквально нагреть, чтобы можно было их смолоть, и они такой немножко обретут аромат более жареный. То есть буквально несколько секунд, тут у нас может быть минутка. Мы будем добавлять здесь порошок гарам масала. Если у вас нет гарам масала, тогда сюда в эту же масалу вы добавляете цельный кардамон 3 штучки, где-то 2 штучки гвоздики цельной и что у нас тут? Кардамон, гвоздика и корица, и корицу палочку. Ну, если нет палочки, можно порошок уже добавить не обжаренный. То есть это у нас будет запах гарам масала. Их положить потом в блюдо уже, да? Мы добавляем их цельными сюда и перемалываем. Это будет у нас масала, наша пав-баджи масала. Палочку корицы тоже можно промолоть? Да, палочку корицы можно перемолоть. Тем более, если вы добавите, ну, если у вас кофемолка, то вообще без проблем. Кардамон можно перемалывать со шкуркой, кстати. Значит, мы сейчас это рассотрем. И у меня получится такой порошок, и я буду использовать порошок гарам масала. Ну, можно, смотрите, можно прям совсем порошок, а можно даже немножко цельно оставить специи, это тоже интересно будет, то есть немножко их размолоть. Итак, у нас получилось наше масала. Вот такая вот слегка, ну, не совсем порошок, да? Слегка у нас такая, частички остались. И мы продолжаем. Теперь у нас все есть. Значит, пав-баджи изначально, не изначально, как бы традиционно на улице, когда готовится, она готовится на сливочном масле. Но мы, чтобы поберечь наше здоровье, не будем жарить овощи на сливочном масле, мы его добавим в конце. А обжарим мы на ги. Так будет лучше, и в то же время вот этот вот аромат сливочного масла, он будет у нас присутствовать. Ги добавляем достаточно для того, чтобы обжаривать специи и немножко овощей. Здесь у нас будет идти, в масалу пойдет зеленый чили, и также мы будем добавлять порошок красного кашмири лал, это такой не очень острый красный чили. Если у вас такого нет, вы будете добавлять красный кайенский перец, он более острый, тогда можно чили, в принципе, один положить, но это, так как вообще это компромисс, потому что нужно на самом деле чили очень много. То есть я сейчас должна была вот так прям штук, наверное, 7 так гор зеленых чили бросить, чтобы было прям так же, как в Мумбаи на улице. Мы сделаем чуть-чуть остро, не сильно. Это будет как бы и аутентично, будет аромат чили. С другой стороны будет не так остро, будет нормально. Так как у нас идет масло, то острое обязательно что-то должно быть, сливочное масло. Так просто не переварится. Поэтому здесь у нас будет много специй. Вот. И когда мы обжарим чили, у нас дальше мы обжарим имбирь. Имбирь нужно натереть. У нас где-то здесь чайная ложка, может быть, чуть больше. Имбирь нужно натереть или раздавить в ступки. И, в общем, должна быть паста имбирная. Если сухой имбирь используете, тогда вот с этой вот масалой вместе. Сухой имбирь мы никогда не бросаем вот так вот в огонь, он сгорит. И кумин у нас остался, да, помним? Еще тут где-то, наверное, пол. Ну, я все не буду добавлять. Было с запасом, да. Ну, около чайной ложки, так скажем. Кумин, имбирь. Буквально тут слегка имбирь, он потом дожарится. Просто чтобы кумин дал аромат. И мы бросаем капусту и перец. Значит, цветную капусту нужно очень мелко порезать. Мы ее потом все равно будем раздавливать в пюре. Поэтому здесь чем мельче она, тем быстрее сготовится, так будет удобнее. Сначала мы их обжариваем, эти овощи, а потом мы добавим воду, чтобы они хорошо размякли. В принципе, горошек тоже можно. У меня такой сырой горошек свежий, чтобы он тоже здесь подготовился. Так, и можно сразу посолить. Почему мы солим сразу? Чтобы овощи быстрее сварились и они разварились. Если вы хотите делать какие-то цельные овощи, то лучше под конец солить. А у нас нет такой цели, мы можем сразу посолить их.
Они дадут сок и быстрее так готовится. Овощи у нас обжариваются, они уже так слегка вот, да, поджарились, видно, капустка. И для чего мы это делаем? Чтобы все-таки капуста, когда она обжарится, цветная капуста, она становится очень вкусной. И даже если мы сейчас зальем, да, потом там она вся станет мягкой, все равно это будет очень, аромат будет этот останется. Значит, мы заливаем воду. И сюда уже можно наши порошки, это у нас специи обжаренных, не надо обжаривать. Они будут вариться, давать свой аромат. Куркума, чайная ложка. И гора масала, здесь будет где-то тоже около чайной ложки, чуть меньше. Вот наши все ароматы. И когда будут готовы, то есть сейчас овощи мы готовим до полной готовности, чтобы очень-очень мягкая была капуста. Прям даже можно чуть-чуть ее разварить, чтобы мы ее смогли немножко пюрировать. Спасибо. Значит, еще сюда нужно обязательно добавить вот этот вот кашмири лал. Почему именно его, а не красные чили? Потому что он более яркий. Здесь, так как это блюдо должно быть красноватое, ну, у нас же помидор немножко будет красный, но и добавляет туда еще и краситель. И вот этот кашмири лал, он тоже добавляет цвет и, соответственно, остроту еще. То есть мы его добавляем так щедро, чайную ложечку. А вместо него что можно просто? Вместо него можно просто красный перец добавить, но уже меньше. Чайная ложка-то будет много, где-то треть-то, не знаю, половину по вкусу как. Вот если становится сухо, мы добавляем еще воду. И мы можем здесь убавить огонь и закрыть крышкой, чтобы это немножко поварилось. Вот это вот все специи как раз в кушану превратятся, будет здорово. У нас овощи готовы. И окончательно они будут у нас готовы уже сейчас потушиться с пюре. Нам нужно, чтобы выливаем наше томатное пюре. А можно полностью томатную пасту сюда? Только вместо помидора? Можно попробовать. Я не пробовала, но наполовину с томатной пастой точно будет хорошо. Она будет такая яркая для цвета. Вот, и здесь у нас нужно, чтобы помидоры, конечно, сварились, потому что они сырые. То есть мы сейчас будем следить, чтобы помидоры поменяли цвет. Вот, отделилось масло. И будет, значит, когда они будут готовы, мы добавим уже оставшиеся ингредиенты. Значит, мы сейчас тушим тоже под крышкой наши помидоры. А сколько времени? Ну, вот как будут готовы. Да, быстро. Буквально 5 минут у нас покипела наша масса. И уже видно, что помидоры, они уже даже цвет поменяли, да, то есть они уже не сырые. Сразу видно, что все сварилось. И мы сейчас должны добавить наше картофельное вот это вот пюре, почти пюре. Значит, интересно, мне рассказывали, как вообще это блюдо появилось. Его считается, что у нас середина 19 века в Бомбее существует. И как для работников таких, ну, кто хочет перекусить где-то, то есть уличная пища, да, именно на улице. И еще есть разные версии, как оно появилось, но вот одна матушка мне рассказывала, что брали все с утра, шел этот торговец, который это блюдо делал, шел и собирал все овощи, которые за прошлый день не продались, по дешевке их собирал, какая-то, может быть, что-то, какая-то капуста не очень, может быть, там, не знаю, какая-нибудь, которую не хотят брать, не свежая или что-то еще. В общем, собирал все овощи, которые не продались, потому что с утра все свежие хотят купить. И для такого блюда, где все в массе, ничего не понятно, это идеально было. Собирал все овощи, все, что плохо лежит, в общем, все это варил, так вот жарил, перемешивал, специями добавлял и давал им вторую жизнь, превращал в такое вот блюдо. Вот такая есть версия. И вторая версия, то, что это очень быстро, потому что ничего не нужно отдельно там обжаривать как-то, то есть все это одновременно практически овощи, ну, то есть картошка и одновременно вот эти вот овощи обжариваются, и очень быстро из-за этого, и сытно получается одновременно. Да, и красиво. Мы добавим еще воды, и сейчас здесь сначала мы это все перемешиваем, чтобы все эти ароматы перемешались, вот, и в этот момент нужно все это дело у нас раздавить, но не до совсем, то есть здесь не надо, блендер нам не пойдет, потому что нам нужно немножко, чтобы комочки оставались. Иногда делают зеленый горошек отдельно, его отваривают и добавляют, чтобы он, то есть была такая вот более-менее однородная масса, и зеленый горошек кругленький отдельно, то есть для эстетичного такого вида. Кстати, вот еще такой вариант, можно чили убрать
потому что он сейчас растворится и кому-то попадется. Я сейчас, это еще не финал, когда мы приготовим вот это вот баджи. Я еще покажу, как его подавать, вот эти булки. Тоже с ними нужно их правильно приготовить. Вот смотрите, получается, вроде как какие-то кусочки попадаются, но не скажешь, что это вот какое-то сабджи из отдельных компонентов. То есть оно достаточно получилось одновременно. Единственное отличие у нас получилось одновременно. Вроде все одна масса, но есть индивидуальность проявлена. Мы здесь добавляем еще воды, и нам нужно еще посолить. Она не соленая, да? Варилась не соленая? Я варила ее соленой, но это недостаточно соли, и помидоры мы не солили. Мы солили только наш овощ. То есть еще где-то столько же соли мы должны добавить. Угу. То есть частично у нас соль была, мы еще добавим. И здесь можно добавить черную соль в конце для аромата. То есть, значит, с черной солью никто не готовит в индийской кухне. Ее все время добавляют в конце, когда нужен соответствующий аромат. Также солят черной солью готовые овощные котлетки, готовые какие-то закуски. То есть, ну и овощи, фрукты отдельно, сырые тоже. Черная соль, то есть как аромат идет. Здесь можно посолить черной солью в конце. Добавить. Смотрите, здесь картошка кипит. Ну, то есть кипит эта масса, она практически полностью картофельная. И когда она немного остынет, до той степени, когда вы будете подавать теплый, да, то есть подается горячим, но не кипящим, оно немного еще затвердеет, загустеет. То есть, поэтому нужно сделать достаточно жидко. При подаче чуть-чуть будет гуще. И в этот момент, если вы встретите в Бомбее, посмотрите, как это делается, тут добавляют краситель, чтобы это было красное. Но это не обязательно, правильно? Конечно. И так красиво, особенно если горошек цельный в конце бросить. То есть вот такая, смотрите, должна быть консистенция. То есть мы будем это есть хлебом, как бы подцепляя. Должно быть достаточно жидко, чтобы хлеб у нас пропитывался. И в то же время достаточно густо, чтобы можно было это захватить, чтобы это не был суп. И в этот момент, важный момент, это добавить сливочное масло и добавить его от души. Потому что здесь важен вот этот вот аромат сливочного масла и маслянистость сама вот эта вот. Сколько же мы кладем масла? Сколько мы кладем масла? Вот меня потом спросят, я даже не знаю, сколько это грамм. Грамм, давайте будет 70. Примерно так. Ну, то есть, так судя по тому, как я отрезала от пачки, наверное, грамм 70. Можно положить больше. И если так как мы готовили ноги, этого сливочного масла достаточно. Вообще так готовят полностью на сливочном, что прям вообще было сливочно. Так как паф-баджи, паф это хлеб, и паф-баджи делается с булками, ну, такими индийскими, может быть, видели, везде в лавках продаются булки. Я такие, конечно же, не брала, я взяла булки у нас в махапрасадной лавочке, вот, которую готовят преданные. Вот такая вот булка, если вы умеете такие булки печь замечательно, если не умеете, можно научиться. А можно просто чапати? А можно сделать чапати. Но паф-баджи, вам никто, ни один индус не поверит, что это паф-баджи, если вы подадите с чапати, потому что паф-баджи уже, не знаю, несколько десятков лет, это все-таки булка. Поэтому, вот. Поэтому сделаем с булкой. Значит, мы разрезаем вдоль на две части. В принципе, их даже до конца не дорезают. Очень так вот. Значит, нужно смазать сливочным маслицем. Очень обильно. Ну, да, можно тут не жалеть. Смазать две половинки вот эти вот, то есть внутреннюю часть мы смазываем. Ну, смотрите, можно меньше, но главное, чтобы она, можно просто тоненьким слоем, главное, чтобы она жарилась в масле. И мы кладем на разогретую сковородочку. Здесь надо прижать, почему так периодически прижимать, потому что обычно края прожарятся, середка белая, особенно вот у этой верхушки. Поэтому так вот мы немножко прижимаем. И получается такой обжаренный, очень классный хлеб. И очень важный момент, то что хлеб нужно всегда подавать теплым. То есть любой хлеб мы подаем, любые чапати, парадхи, мы подаем всегда теплым. И если вы печете хлеб, то всегда нужно его на сковородке подогревать, он так лучше усваивается. И здесь вот очень здорово мы и масло добавим, как бы более такое вкусно будет, влажно.
И самое главное, он будет теплый. То есть мы подаем это прямо обжариваем. То есть, ну, мы одну можем там обжарить, булку там предложить сюда полноценно. И потом можем ее, кстати, погреть тоже перед подачей. А остальные мы просто, все оставшиеся наши предложенные уже булочки, мы прямо перед подачей разрезаем, нагреваем, да, и подаем. Ну, по возможности, конечно, если у вас там большая компания, может быть, не будет такой возможности, но вот по возможности лучше так делать. Вот, все, выключаем. Готово. Можно так положить, тоже с другой стороны погреется. Но я выключила уже. Вот, получается, вот такие вот у нас булочки. И, наверное, нужно вот показать, как это все вместе подается. Да? Сервируется. Да. Вот так вот подается павбаджи, то есть кладется хлебушек горяченький, поджаренный, и баджи, соответственно. И нужно вот так вот отламывать кусочек, да, загребать и в рот. Вот так вот кушается это все традиционно. Сливочный аромат такой. Удивительно, сливочный аромат, очень пряно. Почему должен быть еще пряно? Потому что здесь у нас хлеб, видите, он как бы должен быть балансировать пресность хлебную. Спасибо большое нам за такой простой, сытный и доступный рецепт. Я думаю, наверняка в России он приживется. Все ингредиенты нам доступны и, в принципе, понятны по вкусу. Вот спасибо большое. На здоровье, Харе Кришна. Сегодня мы на один день окунемся в такой... Сейчас, секунду. Даже вижу, что криво. Спасибо большое, Нанда-Готика, за такое большое... Такое большое... Ничего страшного. Смена сцены. А это все нормально.